С вечера вчерашнего дня в соцсетях активно распространяются кадры ввода турецких вооруженных сил в Сирию через Африн, Рас-эль-Айн и север Алеппо. При этом турецкие СМИ почти не освещают происходящее, ограничиваясь ссылками на сторонние источники. Отмечается, что это самое крупное перемещение турецких войск в регионе за последние годы. Колонны бронетехники и живой силы двигались через погранпереходы Дейр-Балут и Адвания, причем часть из них вошла в Сирию глубокой ночью. Согласно сообщениям местных источников, направление продвижения указывает на Манбидж, стратегически важный город, который остается под контролем курдских формирований из состава СДФ. Именно этот район Анкара давно рассматривает как ключевой элемент своей безопасности, стремясь вытеснить курдские силы от турецкой границы. Одновременно с этим сирийская правительственная армия направила новые подкрепления в провинцию Дейр-эз-Зор. В регион доставлены артиллерийские установки, беспилотники, а 86-я дивизия перебросила дополнительные подразделения на позиции в западной части провинции. Одновременная активизация Анкары и Дамаска создает впечатление координации действий, или, по крайней мере, параллельной подготовки к возможному изменению баланса сил на северо-востоке Сирии. Кульминацией дипломатической активности стал визит начальника Генерального штаба Турции Сельчука Байрактара Оглу в Дамаск 5-6 декабря 2025 года. Он встретился с министром обороны Сирии Мурафом Абу-Касрой, руководством сирийского генштаба, а также посетил совместный оперативный центр Сирии и Турции. Турецкая делегация ознакомилась и с военной выставкой, на которой демонстрировалась техника, использовавшаяся против режима Асада на протяжении гражданской войны. Символично, учитывая многолетнюю конфронтацию Анкары и Дамаска. Через сутки после завершения этих контактов появились сведения о том, что турецкая армия направила в Сирию новые подкрепления, что многие расценили как прямое последствие переговоров. На фоне этого всплыла информация Reuters о том, что Турция дала сирийским демократическим силам срок до конца года, чтобы завершить интеграцию в государственные структуры безопасности Дамаска. Фактически Анкара ожидает, что СДФ откажутся от самостоятельной вооруженной структуры, передадут сирийскому правительству контроль над аэропортами, погранпереходами и нефтяными месторождениями и перестанут быть силой, способной действовать автономно и формировать угрозу для Турции. Еще в Турции прямым текстом заявили, что готовы перестать считать СДФ террористами, если та выполнит условия Мартовского соглашения и полностью встроится в сирийскую систему управления. Однако СДФ пока не передали Дамаску ни одного объекта, что создает напряженность и усиливает вероятность силового давления. Октябрьский прорыв, когда стороны достигли предварительного соглашения об интеграции СДФ в сирийскую армию 3 дивизиями, остается скорее формальным. О реальном движении вперед почти ничего не известно. Это дает основание полагать, что Анкара воспринимает происходящее как затягивание процесса и попытку курдов сохранить хотя бы часть автономии. Турция считает СДФ продолжением ПКК и YPG. Обе структуры признаны в Анкаре террористическими. И именно эта логика определяет военную доктрину Турции в Северной Сирии. С учетом того, что курдские формирования не спешат выполнять условия соглашения, а Дамаск, вероятно, не оказывает достаточного давления на СДФ, Турция усиливает давление сама, демонстрируя готовность перейти к более жестким действиям. Массовый ввод войск и переговоры в Дамаске могут указывать на то, что между Турцией и сирийским правительством либо уже обсуждается новый формат взаимодействия, либо стороны приближаются к негласной сделке. Аль-Джулани получает контроль над ресурсами и территориями, а Турция – устранение курдской угрозы вдоль своей границы. Сейчас складывается впечатление, что никакой полноформатной сделки между сирийцами и курдами достичь не удалось. Именно поэтому турецкие войска вошли в районы с курдским присутствием. Анкара ожидает от СДФ шагов, которые те не готовы делать, а Дамаск пока не может или не хочет принуждать их к полной интеграции. Все это создает условия для нового витка давления, где военные перемещения становятся частью политического торга. В ближайшие дни может стать ясно,
Станет ли этот ввод войск началом новой операции или инструментом заставить курдские силы согласиться на условия Анкары и уступить контроль над ключевыми объектами сирийскому государству? На этом фоне примечательно, что силы безопасности Новой Сирии используют турецкое переносное средство радиоэлектронного подавления ИХА-САВАР, разработанное Aselsan, для защиты объектов и высокопоставленных лиц от атак беспилотников. Это устройство подавляет каналы управления, навигацию и передачу данных мини- и микродронов. Аналогичные средства применялись Азербайджаном в войне 2020 года. Поскольку армянская сторона практически не использовала дроны, эти комплексы, вероятно, переносили без необходимости в качестве страховки. Помимо всего этого, важно отметить, что министр иностранных дел Сирии Шейбани сделал ряд жестких заявлений в адрес Израиля. Он заявил, что страна не будет заключать никаких соглашений с Иерусалимом до тех пор, пока Израиль не выведет свои войска с сирийских территорий. Подчеркнул, что израильская политика вызывает серьезную обеспокоенность за стабильность Сирии, а оккупация сирийских земель делает невозможными переговоры о безопасности. Шейбани потребовал немедленного прекращения вмешательства Израиля во внутренние дела Сирии. Отметим, что ранее Нетаньяху заявлял о готовности к нормализации отношений с Сирией, но буквально недавно подчеркнул, что Израиль не выведет свои войска с контролируемых территорий на юге страны. Премьер-министр также отметил, что Израиль сохранит контроль над буферной зоной, прилегающей к горе Джебель-аш-Шейх и Голландским высотам. На фоне этих процессов Аш-Шараа посетил Амиядскую мечеть в той же одежде, в какой появился в Дамаске год назад, в момент своего прихода к власти. Сирия отмечает годовщину свержения правительства Башара Асада. В Дамаске состоялся военный парад. Однако внутри страны нет единства. Глава Alawite Islamic Council, шейх Газаль, объявил общенациональную забастовку с 8 по 12 декабря в знак протеста против репрессий в отношении алавитов. Отметим, что в одном из последних интервью Аш-Шараа рассказал о событиях боев за западную сельскую местность Алеппо. По его словам, Россия через посредников передала просьбу остановиться на достигнутых рубежах и не продвигаться дальше, предупреждая о возможной резкой эскалации. Аш-Шараа заявил, что проигнорировал это предупреждение, оценив, что режим находится на грани падения, и продолжение наступления оказалось верным решением. Тем временем в других регионах Ближнего Востока сохраняется высокая напряженность. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху вновь выступил против создания палестинского государства, заявив, что проект его формирования направлен на уничтожение еврейского государства. Он подчеркнул, что безопасность на территории от реки Иордан до Средиземного моря должна оставаться в руках Израиля. Премьер-министр Катара, напротив, заявил, что невозможно обсуждать полное прекращение огня, пока израильские силы остаются в Газе. В регионе усиливается критика Израиля. Бывший глава разведки Саудовской Аравии Турки Аль-Фейсал заявил, что настоящую угрозу для Западной Азии представляет не Иран, а Израиль. А министр иностранных дел Омана объявил, что главным фактором нестабильности является именно израильская политика, подчеркнув ее разрушительный характер и необходимость создания региональной системы безопасности без внешних игроков, концепции, которую Иран продвигает многие годы. Израильская газета «Хаарец» сообщила, что Турция готовится разместить в Газе военный контингент численностью около бригады, а в случае входа турецких сил в сектор туда могут войти и подразделения Азербайджана. На этом фоне ожидается встреча Биньямина Нетаньяху с президентом США Дональдом Трампом 29 декабря во Флориде, где будет обсуждаться дальнейшая стратегия. На фоне этих сигналов регион погружается в еще более глубокую неопределенность. Турецкое усиление в Северной Сирии, давление на СДФ и затяжные попытки Дамаска закрепить контроль над восточными провинциями накладываются на растущую напряженность вокруг Газы и жесткую риторику Израиля. Иран, Саудовская Аравия, Катар, Оман, Турция и даже Азербайджан оказываются втянутыми в переплетение интересов, где каждый шаг
одного игрока меняет расчеты других. Пишите ваше мнение в комментариях и подписывайтесь на Reg News, чтобы не пропускать самые важные и актуальные новости мира и Ближнего Востока.